В Лиге справедливости Зака Снайдера появляется много плохих парней помимо Степенвульфа. Одним из них является Десаад, инопланетный злодей в плаще и капюшоне. Он один из худших представителей Апокалипса, и он верно служит своему хозяину Дарксайду. Сцены с Десаадом были сняты еще для версии фильма 2017 года, но Джосс Уидон удалил их из финальной версии. Для тех, кто не знаком с Десаадом, я подготовил несколько фактов из его жизни в комиксах. Погнали! Несмотря на то, что у Зака Снайдера Десаад представлен в виде инопланетного монстра, изначально в комиксах у него была вполне человекоподобная внешность. Он рос простым юношей на Новом Генезисе, планете-антиподе Апокалипса. Дарксайд, которого в то время звали Уксус, манипулировал Десаадом, используя для этого его домашних животных. Он убедил Десаада, что его кот съел его любимую птичку. Десаад отомстил коту, закопав его живьем, но после этого нашел свою птицу живой и невредимой, сидящей в клетке. В гневе Десаад убил и ее. Все это Дарксайд сделал для того, чтобы развратить ум маленького ребенка и обратить его душу ко злу. Так Десаад стал верным приспешником Дарксайда на Апокалипсе. Десаад и сам отлично умеет манипулировать своими жертвами. Он является верховным жрецом пыток на Апокалипсе, и для него это скорее хобби, чем обязанность. Его методы варьируются от простого психологического давления на жертву с целью унизить и оскорбить, до постепенного, кусочек за кусочком, расчленения. А Десаад в своей версии до Флэшпоинта был еще и мастером по созданию орудия пыток и смертоносного боевого оружия. Пытки – это призвание Десаада, но не стоит забывать, что он еще и новый бог, а это делает его еще более опасным. Помимо сверхчеловеческой силы, которая увеличивается за счет боли других существ, он может влиять на жертву телепатически или насылать на нее иллюзии. Это позволяет ему представать перед врагами в абсолютно любом обличии. Так что Лиге Справедливости нужно держать ухо востро и не доверять никому, даже своим союзникам. Обманывать и причинять боль – это не единственные причины, из-за которых Десаад может менять свой облик. Он всегда использует любую возможность, чтобы добиться успеха, и если я раньше называл его верным последователем Дарксайда, это не совсем так. Однажды, во время отсутствия Дарксайда, он принял облик своего повелителя, чтобы захватить контроль над Апокалипсом. Он хотел править планетой с самого момента появления на ней. Само собой, когда Дарксайд вернулся, он вернул себе власть, а их отношения стали еще более запутанными. Несмотря на периодическую вражду, Дарксайд понимает, насколько важен для него Десаад. Поэтому он старается по возможности оберегать его жизнь. Десаад погибал несколько раз, в том числе и от рук своего повелителя, но Дарксайд всегда воскрешал его. Дарксайд часто грозит Десааду тем, что это было последнее воскрешение, и следующая смерть будет окончательной, но пока что он не привел эту угрозу в действие. У Лиги Справедливости есть шанс победить Дарксайда и Десаада, потому что их неуязвимость – вещь не безусловная. Они оба слабеют из-за радиона, вещества неизвестного происхождения, которое в больших концентрациях становится для нового бога смертельно опасным. Будем надеяться, что в фильме у Брюса Уэйна всегда будет план «Б», благо в комиксах Бэтмену доводилось применять радион против Дарксайда. Десаад – колоритный и очень интересный злодей. Он совсем не похож на Степенвульфа, он труслив, но в то же время умен и коварен. Надеюсь, преданные фанаты комиксов смогут убедить студию Warner Bros. Снять сиквел Лиги Справедливости Зака Снайдера, и мы увидим Десаада в этом продолжении. А на этом у меня все. Читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. Пока!